Всем привет, с вами Жданов Василий, это Жданов Иван, и в этом видеоуроке я расскажу вам о всех элементах настольного тенниса, которые есть. Будем говорить списком, начиная от простых и более понятных, которые все знают, до более тех, которые мало кто знает, мало ими пользуется и так далее. Видео будет полезно для тех, кто только начинает играть в теннис, либо, в принципе, уже знает базовые удары, для какой-то систематизации того, что есть в настольном теннисе. Потому что каждый называет по-своему удар, и бывает непонятна классификация ударов вообще в настольном теннисе. Какие есть, какие существуют, о чем вообще речь бывает, когда мы говорим нокат, топ-спин, смэш. То есть все эти названия, они бывают новичка в ступор вводят, и поэтому, чтобы этой путаницы не было у вас в голове, мы записываем это видео. Итак, первый удар в настольном теннисе — это топ-спин справа, он же называется накатом справа, он же называется ударом лопатой справа, он же называется смешем справа. Это все одно и то же. То есть, когда мы делаем верхнее вращение мяча, даем ему верхнее вращение, то это топ-спин, как переводится верхнее вращение. Это равно накат, равно смеш, равно удар лопаты и так далее. То есть зачастую в русских книжках, в русской терминологии называют топ-спин, потом отдельно выделяют еще накат. Это примерно все одно и то же. То есть это удар с верхним вращением. Так просто будет проще понять вам, что это все одно и то же. Давайте вот пару раз ударим. То есть я делаю вверх движение, подседая, в принципе, основу топ-спина скажу, чтобы еще раз напомнить. То есть вот наш угол обстрела, вот, и в принципе до этой середины мы делаем удар. То есть первая типовая ошибка, то что у нас ракетка уходит до левого плеча, это так, те, кто приходит из большого тенниса в настольный теннис, они любят играть отсюда и сюда. То есть, ну вот, размашисто, там просто такая техника, там играют всей рукой, а на настольном теннисе играет только предплечьем. Вот, и все играется до этой середины. Это, в принципе, ось, и много ошибок, это когда ракетка заходит за эту ось. Это первое, на что смотрим в топ-спине. И второе, это ракетка до головы примерно идет, чтобы, по сути, придать мячу верхнее вращение. То есть снизу и до верха. Вот. Второй удар — это топ-спин слева. Давайте ударим его. То есть, в принципе, та же самая логика, мы бьем до середины нашей, то есть удар слева идет до середины нашего угла атаки. Вот, предплечье у нас стараемся опустить вниз, если оно у нас впереди, плечо у нас впереди, то мы устаем, и у нас наша передняя дельта, вот она здесь находится, она просто начинает уже ныть после часа игры удара слева. Поэтому одна из рекомендаций: играем много слева, 2-3 часа, и тогда наше плечо волей-неволей уже будет стремиться вниз, так как им дельта будет просто болеть. Вот. Третий удар — это уже нижнее вращение, это срезка справа и слева. Давай справа сделаем срезку. Срезка, она делается на столе. Вот, если мяч короткий, короткая подача с двойным отскоком, то мы делаем срезку. Это была срезка справа. В принципе, срезка слева — это то же самое. То же самое. Ну, те же самые функции, то есть подать, сделать так, что мяч коротко попал на сторону противника. Подрезка справа, подрезка слева. Следующие удары —
это когда уже у нас из средней зоны или из дальней зоны нам нужно сделать уже более-менее сильное вращение, нижнее, то используется подрезка справа, подрезка слева. Более защитный элемент, если срезка справа-слева, это больше такой тактический элемент. При приеме подачи, как правило, он используется в самом начале. Подача, потом идет срезка справа, срезка слева, либо после подачи, как правило, идет скрутка справа, скрутка слева. Об этом дальше поговорим. А подрезка уже, это уже защитный элемент, когда мы хотим уже сильно вращение нижнее придать у мяча. Давай справа сделаем. Здесь из тонкостей то, что корпус нужно более низко наклонить и, как говорят, от уха сделать более длинное движение. И тогда у нас подрезка получается очень легко. От уха, по сути, мы делаем вперед. Кстати, также до середины нашей. То есть ракетка не уходит до середины нашей. От уха и до середины. И тогда получается хорошее нижнее вращение. Давай сделаем сейчас подрезку слева. Тоже делается из средней, либо из дальней зоны. Более длинное движение получается. Вот. Более длинное движение. И также получается немного от уха мы делаем вперед. Следующие элементы это элементы больше защитного также стиля. Это подставка, блоки. Есть даже такой игровой стиль. Блокеры, так называемые, которые любят подставлять, которые любят больше играть на контратаке. Вот давай сделаем справа. Я просто буду подставлять. Вот, то есть, как правило, подставка, получается такой прямой мяч. Прямой мяч, то есть у него почти нет верхнего вращения и почти нет нижнего вращения, серединка такая. Удобно подставку менять направление, увеличивать скорость игры, делать давление. Если противник делает агрессию, вы делаете контрагрессию. Мне стиль это нравится. В принципе, слева тоже можно делать подставку. В принципе, это следующий элемент был, то есть блок. Потом также защитный элемент это свеча. В отечественных книжках называется свечой. В иностранных это лоб, так называемый защитный элемент, когда мы делаем свечку с сильным отскоком на 2-3 метра. Вынуждая противника, свечка делается в край стола, и мы вынуждаем противника отойти дальше. Когда он отходит дальше, то скорость падает, и мы можем перехватить инициативу. Мы здесь, наверное, не будем делать это, не хватит у нас высоты, но элемент в том, чтобы издалека накидывать свечки. Как правило, делается справа. С правой стойки, потому что справа проще поднять. Более контрольно, как правило. Слева тоже делается, но, как правило, справа более контрольно, более эффективно получается. Вот. Еще элемент следующий, это скрутка. Скрутка справа, скрутка слева. Это, можно сказать, топ-спин, но на столе. Если обыкновенный топ-спин справа и слева мы делали из средней зоны, и либо дальней зоны, то из ближней зоны, это вот на столе, это вся ближняя зона наша, мы можем делать скрутку. То есть, да, подавай мне подрезкой примерно, я буду стараться делать, то есть, скрутка, то есть, по сути, приподнять мяч справа, как правило, это неудобно сделать, потому что менее удобно, чем слева, потому что на стол мешает нашему локтю. И очень часто делается скрутка слева. То есть, если даже мяч идет сюда, я об этом рассказывал раньше, мяч идет сюда, мы делаем этот удар слева. То есть мы заходим и делаем скрутку. Вот мы стоим здесь, мы заходим и делаем скрутку. Вроде бы и справа. Правая зона, но делаем слева.
это более эффективно. У нас работает кисть, и мяч получается более быстрый, более скоростной. Трудно определить вращение, потому что при ударе справа скруткой видно, куда мы корпусом направляем удар. Вот. Еще один удар, один из самых важных, это подача, но, наверное, мы не будем сейчас его рассматривать. Он требует отдельного выпуска, потому что много подач, много разных приемов, там много фишек. Будем рассматривать дальше. Вот. Рассмотрели основные удары, чтобы вы понимали, какие вообще удары существуют в настольном теннисе, не путались. Из них базовые — это топ-спин справа, топ-спин слева и подрезка справа, подрезка слева. Все, это основные элементы, а остальные элементы более уже сложного порядка. Начинайте вот с этих 4 элементов. Желаю вам удачи. С вами был Жданов Василий, Жданов Иван. Ставьте комментарии, ставьте лайки. Всем пока.